Всем Хосе, с вами Луи 206, и я приехал в столицу Дании, Копенгаген. И я вам обязан показать метро здесь, которое считается самым молодым метрополитеном вообще в Европе. Но мы не будем тянуть, погнали! Метро Копенгагена – одна из самых современных транспортных систем Европы. Оно было построено сравнительно недавно и стало важной частью развития столицы. В конце 20 века власти Копенгагена столкнулись с необходимостью улучшить транспортное сообщение между центром города и новым районом Øresund, который планировалось активно застраивать. А уже в 1992 году датский парламент принял закон о развитии Øresunda и создании современной системы общественного транспорта. После изучения различных вариантов было решено построить автоматизированное метро без машинистов. Строительство началось в 1996 году. Работы велись как под землей, так и на эстакадах. И уже 19 октября 2002 года был открыт метрополитен Копенгагена, который связывал центр города с районом Øresund. И в последующие годы сеть постепенно расширялась. А уже в 2003 году линию продлили на запад до района Ванлёса и открыли еще 6 станций. 2007 год. Желтую линию продлевают до аэропорта Копенгагена. Потом 29 сентября 2019 года открыли кольцевую линию метро, которая соединила метрополитен со многими достопримечательностями города и даже железнодорожным вокзалом. И уже в 2020 году открывают новую 4-ю линию, которая соединяет центр города с южными районами Копенгагена. А уже в дальнейшем будущем планируется строить 5-ю линию, которая соединит метрополитен с более молодыми застройками города. Особенностью у этого метрополитена следующее. Это единственный метрополитен в Европе, который работает 24/7. Здесь полностью автоматическое управление поездами. А также метрополитен имеет интеграцию с железными дорогами и автобусной сетью города. Метро сыграло ключевую роль в развитии города. Благодаря ему удалось снизить нагрузку на автомобильные дороги, улучшить доступность новых районов, повысить привлекательность общественного транспорта и обеспечить удобную связь между центром города и аэропортом. Логотип метро в виде красной буквы М. Я поеду от станции Нордхавн, которая возле круиза. В настоящее время в копенгагенском метро действует 4 линии. Это зеленая, желтая, красная кольцевая и голубая, она новая. Я еду вот отсюда. Автоматы по продаже билетов. Проезд по Копенгагену стоит 24 датских кроны. Интервал поездов составляет 2 минуты в любое время. Вот такой вот футуристический состав ходит на всех ветках. Довольно футуристический стиль. Это единственный метрополитен без машиниста во всей Скандинавии. Orientkaj. Toget kører ikke videre. Forlad venligst toget og husk at medbringe alle ejendele. This train terminates here. Please leave the train and remember to take all your personal belongings with you. Станция Orientkaj. Типичная наземная станция копенгагенского метро. Сел я на обратный поезд в сторону центра. И сейчас я вам покажу, как поезд меняет путь. Вот мы тронулись только что с Orientkaj.
И внимание. Все делается роботом. Ни машинистов, ни машинистов, ни сотрудников, никого больше. Как и во всех беспилотных метрополитенах по типу Дубая или Стамбула. Я заметил обычно, что время перегона между станциями от 40 до 1 минуты, то есть недолго ехать. Я приехал на станцию Центральный вокзал Копенгагена. Она такая же, как и Нордхавн. То есть нету здесь никакой стилистики, красоты. Просто обычные станции метро, как и во всех беспилотных метрополитенах мира. Я заметил, что в метрополитене Копенгагена вообще отсутствуют турникеты. Вот, можете посмотреть, их там нет. То есть просто заходишь в метрополитен и езжаешь себе спокойно. Но если вы заяц, то осторожнее. Там время от времени появляются контролеры. Как и в Осло, скажем так. То удивительно, то большинство выходов из метро ведут прямо на железнодорожные платформы Центрального вокзала. Это очень удобная функция, несмотря ни на что. Это уже более продвинутая схема с городскими электричками или региональными поездами. Городская электричка тоже входит в ДОТ, то есть Dino Friendly Transport, что в переводе твой общественный транспорт. Вот это вход на метро, а в ту сторону платформы Центрального вокзала. Друзья, вот так вот выглядит вестибюль станции Ротхюсплатсен. Прямо возле достопримечательности. Кстати, это самое молодое метрокольцо вообще в Европе. Его открыли в 2019 году. Если, конечно, не учитывать Большую кольцевую в Москве. Очень красивый эскалатор на станции Гаммельстран. А все потому, что здесь переливаются цвета. Выход находится прямо у реки. Очень красивое зрелище. Если надписи не прислонятся, у них обозначение о том, что двери автоматические. Станция Конгенс-Нюторф, где пересекаются все 4 линии. Переходим на первую и вторую линии. Рядом с автоматами по продаже билетов стоят вот такие буклеты. Их можно почитать и взять с собой. Эти линии более загружены, чем кольцевая с 4-м. Подъезжаем к станции Исландсбрюгге, где потом будем выходить на поверхность. Вот мы выходим на поверхность.
Это один из самых лучших метрополитенов, которые я когда-либо видел. Самый лучший, как по мне, в Европе. Вот так вот выглядит навигация на наземных станциях. Поезд состоит из 3 вагонов. Ну что ж, вернулся я сейчас на станцию Кристиансхавн. Давайте съездим в аэропорт, который находится на окраине города. Очень красивая дорога в сторону аэропорта. Københavns Lufthavn. Copenhagen Airport. Меняем путь как раз перед станцией. Toget kører ikke videre. Forlad venligst toget og husk at medbringe alle ejendele. This train terminates here. Please leave the train and remember to bring all your personal belongings with you. Что удивительно, то на этой станции все очень хорошо организовано. Выйдя на станцию, вы можете попасть или в аэропорт, или на одноименную железнодорожную станцию, где ходят поезда до Мальмё. Друзья, вот так вот выглядит вестибюль станции Конgens-Нюторф. «2002 год.
дата открытия самого метрополитена и первой станции, 2019 год, открытие второй станции, которая на кольце. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до скорых встреч.